Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Зеленая Планета. Сразу же хочу извиниться за мой голос. Сначала лежал с воспалением легких, а потом сразу же в гости пришла ангина. Почти месяц болею, так что извиняюсь за свои хрипы. В этом видео расскажу, как можно автоматизировать процесс полива рассады с помощью подручных средств. Как вы знаете, рассаду можно поливать не только как обычно сверху, но и снизу. Такой полив даже более правильный, потому что лучше развивается корневая система и как следствие все растение. Его легко автоматизировать, что очень полезно для тех, кто раз в неделю приезжает на дачу. Да и вообще полезно всем, кто хочет выращивать рассаду, но не может уделять этому много времени, ну или когда у вас очень много рассады. Сам метод достаточно прост. Нужно взять какую-нибудь емкость и заполнить ее водой примерно на сантиметр. В стаканчике для рассады делаем дренажное отверстие, но не снизу, а сбоку. Ставим в стаканчик воду, и через это отверстие вода будет попадать в стаканчик. Дальше земля втягивает воду и таким образом полностью увлажняется. При этом концентрация воды на дне стаканчика будет больше, поэтому корни растения подтянутся вниз к воде. Такое развитие более правильное. Оно положительно влияет и на саму рассаду, и на дальнейшее развитие растения. Для того, чтобы автоматизировать данный метод и добавлять воду раз в неделю, нужно взять обычную бутылку. На дне делаем широкое отверстие высотой примерно сантиметр. Отверстие должно быть достаточно большим. Через маленькое не будет заходить воздух, и данный полив работать не будет. Дальше нужно набрать воду в бутылку, полностью закрыть крышку и поставить возле рассады. Бутылка не должна быть мягкой, иначе она не будет держать вакуум, полностью сожмется и вода выльется. А в комментариях вы напишите, что ничего не работает, очередной обман. Плотная бутылка держит вакуум, и вода не выливается. Принцип работы достаточно прост, как в вакуумных поилках для птицы. Как только уровень воды опускается ниже отверстия в бутылке, то туда поступает воздух, а из бутылки вытекает вода. И так пока не используется вся вода. На 6 пол-литровых стаканчиков рассады мне было достаточно 1,5 литровой бутылки воды на 4 дня. Еще 2-3 дня стаканчики были без воды. Это я делал для того, чтобы нижние слои грунта, там где много воды, получше высыхали и не развивались всякие грибковые заболевания. Чтобы не было прямого контакта с водой, данный метод полива можно немного усложнить. Но зато в таком случае степень увлажнения грунта будет идеальной. Не будет переувлажнения или недостатка воды, а корни будут развиваться очень хорошо. Для этого нужно взять какую-нибудь подставку. Я взял обычный пластиковый стаканчик и сделал отверстие снизу, чтобы в него попадала вода. Но сразу скажу, что стаканчик для этих целей не подойдет, так как он легко сплющивается. Нужно использовать более крепкие материалы. В дно стаканчика с рассадой оставляем небольшой кусочек материи сантиметров 5-6. Дальше ставим его на подставку. Как видите, в таком варианте нет прямого контакта с водой. Такой метод используется для полива цветов. И для рассады его также можно использовать. Конечно, если вы выращиваете небольшое количество рассады. Ну а теперь, друзья, небольшое объявление. Я нахожусь в Украине. У нас настоящая война. Каждый день умирают люди. Кто оправдывает войну всяким бредом, отписывайтесь от этого канала. Я же буду снимать видео, пока будет возможность. Конечно, не так часто, как хотелось бы. У меня много идей, но реализовать их сейчас непросто. Монетизация на канале практически не работает. Если у вас есть желание поддержать канал, то как это можно сделать, можете прочитать в описании под видео. Всем спасибо, друзья. Мирного неба над головой. До свидания.